вот, допустим, у пациента диагноз – хроническая болезнь почек. Программа позволяет подобрать стандарт лечения. Мы можем посмотреть, что она рекомендует стандарт, который называется стандарт номер 1268Н. Это хроническая болезнь почек пятой стадии у пациентов, которые готовятся к заместительной почечной терапии. Каждый стандарт имеет набор услуг, которые мы должны выполнить. Это консультации специалистов, лабораторные, инструментальные исследования. И стандарт имеет еще и предложение по назначению лекарственных препаратов. Если мы говорим о стандартах лечения пациентов, да, которые утверждены Минздравом, там написано, какие необходимы лекарственные препараты пациенту давать при определенных заболеваниях. Но там нет доз, нет критериев, когда назначать препарат, когда отменять препарат. Там только есть препараты, которые можно при этом диагнозе использовать. Все это прописано в клинических рекомендациях, которые разработало сообщество нефрологов. Мы формализовали клинические рекомендации, перевели в цифры. Сейчас мы посмотрим более подробно этот стандарт. Ну, допустим, поступил пациент. Врач может посмотреть, консультации каких специалистов необходимо выполнить обязательно. Стандарты, они имеют частоту предоставления. Вот частота предоставления единицы, это означает, что всем пациентам с таким диагнозом необходимо выполнить эту консультацию, либо это назначение. Если 0,5, это означает, что доктор должен посмотреть и назначить эту консультацию при необходимости, то есть по медицинским показаниям при выявлении определенных критериев и симптомов у этого пациента. Но то, что с частотой единицы, мы обязаны выполнить в 100%. Не всегда врачи могут помнить весь перечень, когда пациенты поступают, и система поддержки принятия решения, да, которая заложена в программу Maximus, она позволяет врачу посмотреть, допустим, вот в настоящий момент, какие консультации специалистов необходимо выполнить. Обязательно должен быть врач-нефролог, должна быть консультация врача-хирурга. Частотой предоставления менее единицы – это уже по назначению врача. Дальше. Лабораторные исследования. Точно так же обширный перечень лабораторных исследований, обширный просто. И, соответственно, тоже там, где частота предоставления единицы, эти исследования, эти анализы мы обязаны назначить пациенту 100%. Дальше идут инструментальные исследования и так далее. Программа позволяет конкретно этому пациенту, допустим, вот необходимо исследование уровня альбумина в крови. Переходя сюда, он уже может непосредственно назначить этот препарат, никуда не выходя. И, соответственно, он уже потом не забудет. С помощью системы поддержки принятия решений и подбору по стандарту тех исследований, которые пациенту необходимо, врач набирает просто стандарт и автоматически заявка уходит на исполнение. Либо в лабораторный модуль, либо на инструментальные исследования, либо заявка на консультацию узких специалистов. Мы сделали таким образом, что как только лабораторный модуль по готовности результатов анализов выгружается в программу Maximus, диагностическая машина сравнивает это с клиническими рекомендациями, которые разработаны и утверждены на территории Российской Федерации, и при необходимости назначения либо отмены лекарственных препаратов, она рекомендует, что конкретно сделать. Во-первых, мы рекомендации выводим на монитор врача, АРМа-врача. Мы это можем увидеть в модуле диагностики, выходит рекомендация. Вот, рекомендации пациента. Но не всегда врач постоянно находится перед монитором, перед компьютером, тем более врач может работать не каждый день. И чтобы он не забыл, мы еще сделали СМС-оповещение после того, как выполнен анализ у пациента, которого он ведет. И если есть необходимость либо назначения лекарственного препарата, либо отмена лекарственного препарата с рекомендациями, такое уведомление врач получает, и он может своевременно либо назначить, либо отменить этот лекарственный препарат. Я как медицинский директор подписан на все наши медицинские центры. Ну вот, допустим, выбираю Кострому. Последние рекомендации, которые были отправлены доктору, написано фамилия, имя, отчество пациента, необходимо назначить фосфат-биндеры. И в скобочках рекомендации какие. И причина почему. Потому что здесь приводятся показатели анализов. Эти технологии нам позволяют успешно развиваться и оказывать высокое качество медицинской помощи.